нас сегодня последний вечер в Борше. Да. И завтра рано утром мы переезжаем в другой город. Да. Давай я тебе чуть-чуть салатика положу, немножко, хорошо? Чуть-чуть. Поужинаем и спустимся на наш пляжик встретить закат солнца и попрощаться с этим замечательным местом. У нас прощальный вечер, пришли на наш пляж. Арбузиком нас угостила хозяйка. И персиком. Ну кушайте уже, давайте, только не ляпайте, хорошо? Месяц здесь пролетел, были и радости, и день рождения Алисы мы здесь отметили, были огорчения и тоска по дому, слезы по вечерам. Но это место замечательное в любом случае, даже при наших обстоятельствах, в которых для нас это не путешествие, а ожидание, когда закончится война. Вкусно? Папе будем звонить? Скажи, папа, привет. Папа, привет, я не ел бабусь. Алиса ест бобрус. Она на арбуз говорит бобрус. Ты чего, спишь? Нет. Ну ты что, если в рот попадет или в глазки? Не надо. Не надо. Не нужно. Через год мы вернемся туристами и всей семьей и будем вспоминать об этих морально сложных днях, как о чем-то далеком прошлом. Если считать все наши рюкзаки, то в этот раз у нас 17. Отлично. Мы сюда приехали, почему-то было 15, а сейчас уже 17. Каким образом это получилось, я не знаю, потому что мы ничего не покупали здесь, абсолютно. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Посчитали весь наш багаж. У нас почему-то получилось 16 мест, или 17 даже, а было 15, когда мы сюда приехали. И откуда взялось больше сумок, я не знаю. Ты не знаешь? А мы договорились с соседом, и он согласился отвезти нас в Дуррес. Как мы утрамбовывали чемоданы и сумки в его машину, и я не покажу, потому что это реально было очень-очень страшно. Я думала, что не влезет ничего, но мы смогли это сделать. Найдите Алису. А вот она. Папа, ты видишь, как мы едем? Сзади все завалено, коляска, Кая, там бабушка еще сидит. А я впереди здесь тоже завалена вещами, не могу ни шевельнуться, ни повернуться. Почему, когда я еду одна, у меня с собой всегда один рюкзак, единственный? Это совсем новая трасса через горы. Дорогу еще делают, и местами есть очень опасные участки без ограждения, его там еще просто не поставили. Смотришь вниз, а там пропасть. Страшненько. От Борща до Дурреса 218 километров. Только зашли мы в свой новый двор, Алиса уже отличилась. Упала уже в бассейн, короче, он тут сдулся немножко. И вот здесь мы теперь будем жить. Это хозяйка наша, ее зовут Люли. Это наши вещи. Мы ждем, пока она доубирает номер. А вот наш домик. Хозяин принес Алисе вот такой подарочек. Скажи, класс! И Биби, у тебя тут все есть. Вот такая комната. Ты со мной на большой кровати ляжешь. Тая там, мама наша там. Здесь еще есть холодильник. Зеркало. У нас есть большое зеркало. Нам так не хватало этого в прошлом номере. Санузел. И вот здесь у нас обеденный столик. Мама пока разбирается с хозяйкой с кухонными принадлежностями. Здесь плита, посуда и все для готовки. Ура, мы будем готовить. Так, ну все, сейчас мы отдохнем с дороги, пойдем в магазин, купим продукты, надо будет что-то приготовить сегодня, потому что все хотят есть. А потом, может быть, после обеда уже выйдем к морю, посмотрим, что за пляж. Но город очень большой, он второй по величине после Тираны. И пляжи, конечно, общественные, все будет в шезлонгах, людей много. Это вам не наш Борщ, где мы жили прошлый месяц. Так, Алиса, я завожу чемодан. В нашем дворике есть вот такой бассейн. И теперь Алису отсюда абсолютно не вытащить.
Тая, скажи, зачем тебе эта большая штука здесь? Как на ней здесь можно плавать, а? Это на море брать. На море мы ходить не будем, я так понимаю, на пляж, да? Да. Тая останется здесь. А мама на пляж. Вот весь наш дворик. И вон там вход в наш дом. Дети играют. Здесь есть беседка, я еще все вещи даже не занесла. Ну а вот, собственно, пляжи. Бесконечная череда шезлонгов. И там где-то есть море. Но это не точно. Но есть единственный плюс. Здесь песок. Короче, для меня это жесть. Я, наверное, на море ходить не буду. Я хочу сказать, что побыла я 2 минуты на пляже, я от него уже устала. Я такое не люблю вообще. Ну, в принципе, мы знали, что в Дурасе так, что это бесконечная полоса, череда шезлонгов, народу куча, единственный плюс это песок. Но, конечно, будем стараться за эти дни найти какое-то место, хотя бы относительно более безлюдное. Уйдем вправо от порта. А что тебе бабушка дала? Маслины? Алису сейчас покормлю супчиком. Она выдержала такой переезд, длинную дорогу и не спала долго. Сейчас будет кто-то в коляске спать уже. Да. Мы идем по набережной, она бесконечная. Так же, как и эти шезлонги. Мы хотим сегодня найти хотя бы примерное место, где можно будет прийти с подстилочкой по Одессе. У нас в Одессе на Лонжероне людей меньше. А здесь просто оно плотненько рядами, и негде даже полотенце бросить. Море мелкое, грязненькое, тихое, такой смирившийся со своей неприглядной судьбой кусочек Адриатики, а вдоль него шезлонги, плотненько так друг к дружке. Мне почему-то искренне жаль отдыхающих. Мы нашли такой пляж, где можно приходить со своими зонтами и подстилками. Кусочек пляжа. Тоже здесь все запичкано людьми. А вот еще на пляже продают всякую ерунду пляжную, кукурузу, какие-то сладости, выпечку. Вот прям представляю, как тебя привозят в большом автобусе и пакуют в комнату, если повезет с видом на море. И судьба твоя лежать на расстоянии вытянутой руки от незнакомых людей, если повезет не в 7-м ряду от моря, а вечером идти в город и пить в барах на набережной. Я понимаю, что эти туры продают, но как это можно купить? Без приближения. Вон там где-то, вообще вон где-то там мама стаи. Лузановка. Мне это напоминает нашу одесскую Лузановку, мой самый ненавистный пляж в городе. Грязно. А мы с Таей все идем и идем. Впереди идет дедушка, вон там в синеньких трусах. И ему там до сих пор по колено. Мы уже отошли 100 метров от берега. Тая у нас теперь недели 2 не ныряет, потому что у нее отит. Были в Саранде они с моей мамой, с бабушкой в больнице. И доктор назначил антибиотики, лор. И все очень серьезно. Уши мочить нельзя, поэтому хорошо, что нет волн сегодня. Иначе я бы ее купаться не пустила. А мы все идем и идем. Позади нас остался пляж. И мне до сих пор еще даже не по пояс. Ой, не могу. Будем куда-то выезжать, конечно. Опять же, без машины с этим проблематично, но я найду выход какой-то. Будем ездить за город на какие-то более пустынные дикие пляжи. Вот на таком расстоянии от берега начинается глубина. Вода очень-очень горячая, дно песчаное, дно хорошее здесь. Ну, конечно, вода непрозрачная, грязновато. Слева порт, ну и людей на пляжах Дуреса множество.
проходили отель, в котором был термометр воды в море. И сегодня на 27 градусов. В Одессе такое вообще редкость. И такого вообще у нас нет. У нас максимум 23, если повезет. Это точно. 27 это уже почти Эмираты летом. Там на берегу Алиса спит в колясочке у нас. Покажу вам, как еду продают прямо на пляже. С пляжа мы ушли, потому что нужно идти в супермаркет и покупать продукты. Кушать дома нечего, пустой холодильник. Были мы в супермаркете, здесь их очень много, на центральной улице вдоль набережной. Купили продуктов на 5000, это примерно 50 евро. Сейчас я вам покажу быстренько. Так. Килограмм черешни, колбаски, помидоры, сыр, сок, 2 бутылки воды, памперсы, потому что Алиса еще в них спит ночью, 3 килограмма картошки. Бум! Чуть арбуз не бахнул. Тая за своим арбузом этим. Боже, он целый, слава богу. Арбуз Тая захотела. Представляете, если бы не коляска, как бы я это все тащила. Давай муку, помогай мне доставать муку бабушке. Бабушка будет что-то готовить. Давай, мама, достанет. Так, здесь нашла Алисе кашу. Нам с мамой взяла бутылку коньяка с колой и макарошки. Ну, в общем, в принципе, купили много всего, но с мясом здесь, в этих маленьких супермаркетах, беда. Нужно ехать на рынок, я узнаю, где он, посмотрю по Google картам. И мясо, рыба, вот такое все, конечно, нужно покупать только на базаре, потому что здесь мы зашли в один, второй супермаркет, синюшные курицы такие ужасные. И мама взяла, развернула, понюхала, ну, пахнет порченным мясом. И, конечно, рука не поднялась, ну, кошмар. С арбузом угадали. Сладкий-сладкий. А это местная пляжная анимация. Здесь, короче, пляж как рынок какой-то. Так все напичкано. Реально напоминает какой-то рынок, где все завешено, какие-то лотки. Но я вообще не могу назвать это пляжем. Это страшное место. Но я вам его покажу. Это вообще, наверное, худший пляж, который я видела в своей жизни. Даже в Одессе на самых забитых грязных пляжах, на Ланжероне, в Лузановке такого нет. Кошмара. Смотрю, как в этой жаре, в такой знойный день народ вереницей бредет по воде в надежде хоть немножко охладиться, поплавать и получить этот кусочек спасительной прохлады. Но прохладой это не назовешь, потому что море просто как парное молоко, горячая вода. Смотрите, насколько далеко от берега нужно зайти, чтобы вам было по пояс. Жесть. Я вот не могу понять, как люди, которые здесь сейчас отдыхают, называют это отдыхом. Как? Доца, идем, садись в коляску. Мороженое, идем. Вот эта улица, она вторая после набережной. Набережная идет, получается, и параллельно ей эта улица. Она очень длинная, и здесь находятся все магазины, все сувенирные ларьки, супермаркеты, аптеки, в общем, абсолютно все. Улица такая торговых рядов. И вот мы сейчас по ней идем уже 5 километров. В сторону нашего дома возвращаемся. И здесь можно купить реально все. С набережной через каждые 50 метров есть вот такие вот проходы на эту улицу.
вечер на пляже, там, где нет шезлонгов. Тая оделась просто в тему на такой пляж. И ты, да? Народу даже вечером здесь кошмарное количество. Вода, конечно, очень-очень горячая. Сейчас мы здесь немножко отдохнем, поплаваем после этой знойной жары. Сегодня днем был 41 градус у нас в тени, представляете? Пойдем сейчас купим на салатик что-то, на суп. Да, и грана это круассан, она хочет круассан. Город и что здесь есть интересного в Дурости мы вам покажем уже завтра. А сегодня отдых и спать. Сегодня у меня от этой жиры целый день болела голова, я пила анальгин, мне ничего не помогало. И вот только сейчас, буквально к вечеру, стало полегче.